Приходят и уходят поезда. Одни идут на фронт, другие с фронта. Тянутся длинные воинские эшелоны. В запыленных окнах вагонов видны забинтованные головы, бескровные лица. Война требует все новых и новых жертв. Поезда уходят и приходят, а на хуторе под Киевом жизнь идет своим чередом. Мышка и Динка получили телеграмму. Папа болен, хлопочу в тюремной больнице, задерживаюсь, ждите письма. Каждое утро Леня или Динка отправляются на почту, но письма все нет. Сегодня Леня ушел рано, но почему-то задержался, и Динка вышла ему навстречу. Но только вступила в Ореховую аллею, как тут же остановилась. Из кустов шумом вылетели птицы, хрустнула ветка. Кто-то осторожно пробирается сквозь чащу кустов. Один? Нет, двое. Чужие. Она горчица. Слушай, может, пугануть? Не надо. Смотри, стоит, думает о чем-то. Жук! Ухо! Ёська! Не угадала. Ёськи с нами нету. Привет. Здравствуйте. Здорово. Слушай, ну и собаки у тебя, а? А что? Да хоть бы гавкнули. Да, мы идем, они ничего. Ой, а зачем им гавкать на гостей? Собаки хорошо знают, кто друг, а кто враг. Да. А ты попробуй, вот замахнись на меня. И что будет? Да ничего не будет. А ты замахнись. Ну, пожалуйста. Стой! Ты что? Волчок, тупо! Назад! Вот это показала! Что цыган, а? Запугался. А ты не испугался? Запугался. Пожалуй, порвут. Слушай, а я думал, правда они у тебя для мебели. Ученый! Ученый, понял. Да. А где же Ёська? Где же ему быть? Ты дома он. Как дома? Один? Зачем один? Мы его одного сроду не оставляем. Да он у нас как буржуй, с нянькой. Ага. С нянькой? Ну, с хлопцем одним, Пузырем его зовут. Ну, ты знаешь, первый силач во всем рынке. Хоть корову, хоть конячку за передние ноги поднимай. Ой, О, я тебе правду говорю, здоровый. Только одноглазый. Вышибли ему глаз. слушай, а что же я его тогда не видела? Да он спал тогда. Он когда спит, так хоть сожги всю хату, он не встанет. Точно. Хотела бы я на него посмотреть. Посмотришь. Ну, придешь к нам и посмотришь. Я приду с Леней. С каким Леней? С каким Леней? Ты что? У нас уговор был, а ты что же, продала? Тише ты, тише. Леня это мой брат, он свой, понятно? Так вы с ним еще лучше, чем со мной подружитесь. Он был такой, как вы. Сирота был, на улице жил. А хозяин его бил, чем попало. Вот. А потом мы с ним познакомились, и моя мама взяла его к нам. И мы с ним уже давно брат-сестра. Вот. Самый лучший человек на свете. Ну, гляди. Ну ты что, цыган, ну что, ее что ли не знаешь, что ли? Ну если ей-то не верить, ну кому верить? Да ладно, ты-то. Он верит мне, и брату моему поверит. Вот увидит его и сразу поверит. Слушай, Жук, Чего? брось ты это все, ладно? Вот раз и навсегда брось, и не грози мне, потому что я этого не люблю. Мало ли что, не любишь, не любишь. Слушай, она вроде Ёськи, да? Подлизывается. Тот тоже, как закричишь на него, так он сейчас либо руку на плечо кладет, либо за шею обнимает. А ты что тогда? Что? Ну, плюну да замолчу. Ну, ясное дело, что ж я, бревно, что? Хорошее обхождение каждый любит. Ой, как хорошо, что вы пришли.
Пойдем сейчас к нам, будем молоко пить. У меня там сестра, но моя сестра просто ангел. Ну ты гляди, ну ты гляди на нее, а еще и сестра у ней, и все ангелы, а сама ведьма. Ой, горчица! Здравствуйте, ребята. Леня, познакомься, вот это мои лесные друзья. Ну, если твои, значит и мои. Здорово, ребятки. Это мой брат, Леня. Ну, что ж мы так стоять и будем? Пошли в хату. Ну, пошли, ребята. Пошли, цыган. Пойдем, Уха. Пошли, ребятки. Дина, Динка, я от мамы письмо привез. Ой, дай скорее прочитать. Мышка, знакомься, это вот наши гости. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Ну, ты о них ничего не знаешь, это, впрочем, и не важно. Они о нас тоже ничего не знают. Зато хорошо знают Динку. Ну и хорошо. А у нас сегодня как раз пир горой. Давайте-ка, залезайте за стол, будем пить чай. Садитесь, ребята. Рассаживайтесь, ну, вот сюда садитесь, пожалуйста. Леня, нарежь хлеб. А вот это сало Леня привез. Берите, ребятки, берите. Кто хочет с чесночком? Да, этого Уха любит. Давай, бери. Мышка, мама пишет, что папа все-таки болен, и его перевели в тюремную больницу. Разве есть в тюрьме больницы? Ага. Есть такая. Только там не лечат, а калечат. А ваш отец что, в тюрьме, да? Да. У нас отец в тюрьме. Он политический. А вы знаете, что это значит политический? А чё ж нам не знать? У нас свой такой был. Только замучили его. Помер. Он в косом капонире сидел. Знаете, может, тюрьма такая. А кто он такой? Студент. Ага. Цыган его для Йоськи нанимал, чтобы, значит, учил он Йоську. Вот так вот познакомились. И теперь мы у его матери живем зимой. Он помер, а мы живем вроде за него. Ну ладно, хватит. Разговорился. Не, подожди. А как фамилия его? Фамилия? Да. Вот, забыл. Ну, фамилия тут ни при чем. А история длинная. Но, когда хотите, мы расскажем. Ну, конечно, Жук, ну, расскажи. Ну, рассказывай, что ли. Ну, подожди, он же рассказывает, что ж ты мешаешь? Ну вот, значит, наняли мы того студента. Ну, пусть он хоть Конрад будет. Ну и стали ходить на уроки вместе, потому что Йоську-то мы никуда одного не пускали. С этого у нас дружба и пошла. Не, самая дружба у нас с обыска началась. А, да. Вот так вот сидим мы один раз за столом, Конрад с Йоськой задачки решает, а нам книжки дал. И вдруг забегает в комнату бабка Ирина, его мать, значит. Да нет, Забегает, Уха! Мы же раньше в окно увидели. Забыл, что ли? В окно увидели. Стоят жандармы из дворников. А, точно, в окно увидели. Конрад сразу стемнел с лица, огляделся вокруг, да и хватит из-под кровати чемоданчик. Хлопцы, говорит, это ко мне, с обыском. А тут стучат уже в дверь. Ну, я зыркнул в окно, а они на 3-м этаже жили. Гляжу, водосточная труба почти до самого низу. Я толк ухо в бок. Ага, ну а я и полез. А потом цыган мне чемодан бросил и сам за мной вылез, ну бежать. Ой, и бегли мы. Чемодан тяжелый, с книгами разными. Но все же не поймали нас легавые. А Конрада вашего, что же, арестовали все-таки? Нет, в тот раз нет. Не, его на заводе арестовали. Его там один выдал. Но мы ему потом отомстили шкуре. Ну да что, когда уж поздно было. Мы Конраду передачу носили, а раз вот пришли, все, нет его, помер. Не помер. Забили. Ну ладно, за нами не пропадет. Еще посчитаемся. Да вы ешьте, ребят, ешьте побольше, пожалуйста. Спасибо. Вас как зовут? Кого, меня? Да. Цыган я. А вот она меня жуком зовет. А он меня ведьмой. Так еще б не ведьма. Как она тогда в лесу вызверилась на меня? Ну, чистая ведьма. У самой кровь течет. Она... Кровь? Кровь? Кровь. Чего вы испугались? Я же говорила вам, что упала с дерева и разбила голову. Ну, И ты еще путешествовала куда-то в лес с разбитой головой. Ну ладно, говори. голова
голова, голова, голова. Надоело мне 20 тысяч раз говорить про одну и ту же голову, понятно? Не кричи так, тебя же в экономии Песковского слышно. Уха, ты чё расселся? Вставай, пора. Ну что вы так скоро, ребят? Не можем. Ёська там у нас. Спасибо за угощение. Пожалуйста. Сало было очень вкусное. Приходите еще. Придем как-нибудь. Часто-то нам нельзя. А вот вы приходите. У нас квартира есть. Ага, мы там лампу зажигаем. Да где же это все у вас? Где? Вот придешь, увидишь. Мы в этот раз не потаимся, от своих таиться нечего. Ну, прощайте. До свидания. Приходите! Спасибо. Прощайте, ребятки. Да, жалко мальчишек. И плохие они, и хорошие, все вместе. Ну, плохое с них можно соскрести лопатой, а хорошее само заблестит. Все равно, какие бы они ни были, это родственные мне души. Дин, ну ты расскажи нам все-таки, где ты их нашла. Кто они такие? Динка вкратце повторила всю историю своего знакомства с лесными гостями. Против ожидания мышка не ужасалась, не ахала. Я бы пошла с тобой вместе. Ты очень смелая, Динка, только ты безрассудная. Но все-таки, значит, эти мальчишки занимаются мелкими кражами. Их 4, наверное, они промышляют воровством. Жаль, что не удалось хорошенько расспросить их об этом политическом. Ну, я думаю, они еще появятся. Вот тогда и разузнаем. Только в юности у человека бывает такое утро, когда он просыпается с ощущением глубокой необъяснимой радости. Ему кажется, что радость эта, как ночная роса, миллиардами блесток рассыпана на траве, на цветах, на лугу, на всей земле, где только ступит его нога. Сегодня такое утро наступает для Динки. Она вскакивает, широко раскрывает дверь и, застегивая на ходу платье, вырывается на волю, а у крыльца ее ждет Леня. И вот, путаясь в густой траве, они мчатся, не разбирая тропинок. Ветер свистит в их ушах, шумом вылетает из-под ног спугнутые птицы. Пепельные волосы Лени намокли, и Динка вдруг, как во сне, видит в нем того волжского мальчика с баржи, Леньку, который спасал ее в волнах. Ой, Лень, ты все тот же, что и тогда на Волге. И ты все такая же макака. У тебя все такие же синие глаза. Пусть будет все как было и все как есть. И все как будет. Нам никогда не будет лучше, чем сейчас. Я тебя люблю. Правда? Да. Да ты ведь еще не знаешь, что такое любовь. Нет, знаю, знаю. Только ты скажи мне, как она начинается. Я люблю тебя давно. Очень давно. Мне кажется, я родился с этой любовью. Как странно. Ведь меня тогда еще не было на свете. Все равно. Я уж любил тебя. И я пришла. Так ведь это чудо. А мы могли бы и не встретиться. Никогда не встретиться. Как страшно. Ой, Девіз, я їх шукаю, бегаю по всему хутору, а они... Федорка. Федорка! Да я все давно, Федорка. Пошли, Леня, Ефим за вами послал. А зачем? Что случилось? Ой, у нас в экономии такое творится. Одним словом, пошли скорее, там все узнаете. Так куда идти? К Ефиму или же он к нам придет? А ты иди и спроси его. Ладно, Ага, ладно. А мы тебя тут подождем. А зачем? Я тоже пойду. Да нехай идет, у меня разговор до тебя есть. Какой разговор? А вот обожди. Вот ушел, наконец. А ты вот что скажи. Брат тебе, Леня, или не брат? Брат. Ну, если брат, так чего ж ты с ним как с женихом обнимаешься? Ой, ну с каким еще женихом? Обыкновенно.
Знаешь, Федорка, у тебя только одно на уме. И, во-первых, он мне не родной брат, а приемный. А во-вторых, ничего подобного. Ау, Динка! Динка! Идем, идем. Тебя мышка зовет. Ну, идем. Ну где ты ходишь? Тут гости к тебе пришли. А где Леня? Леня, он к Ефиму пошел. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. А вот пузырь. Ты же на него полюбоваться хотела. Здравствуйте. Здравствуйте, Пузырь. Ну, встань, пузырь. И правда, развалился я, как трухлявая колода посреди поля. Не подобает перед девчатами на ножки привстать. Да я тебе помогу. Ага. Да тебе меня не поднять. А вот я тебя одним мизинцем на тот дуб закину. Далеко куцому до зайца. Хватит. Развалился, как свинья. Да еще фасон жмет. А который из них горчица? Я, горчица. Ты? О, а мы тебе ягод насобирали. Цыган, дай-ка корзинку. Спасибо. О, вон Леня с Ефимом идут. Ага, и Дмитро, и Нечипор на костыльках шкандыбает. Нечипор, это тот солдат? Ага, тот. Ефим, ну что вы там остановились? Идите. Это мои знакомые. Хорошие мальчики, босяки из города. Хорошие босяки, значит? Это как же понимать? Одним словом, не языкатые. Да. Зря болтать не будут. Да у нас и секрета нет особенного. Ну и ладно. Перейдем к делу. А дела такие. Задумал пан продавать своих коров. Ну, известно людям, что коровы у пана породистые, молока дают много. Купить, значит, всем охота. Ну, конечно. Ну, конечно, а кто купить? У бедноты какие гроши? Ну, значит, собрались кулаки. Давай записываться, кому 2 коровы, кому 3, за наличный расчет. Ишь ты. Вот, а бедняцкому населению обидно это. Ну, побегли наши бабы до управляющего, до Павлухи. Дай, говорят, на выплат хоть солдаткам, вдовам, да сиротам. Мы же все равно на пана работаем, так ты нам не плати, а засчитывай эти гроши за коров. Ну, да. Ну, что, Павлуха, известно, давай насмешки над ними строить. Бабы в слезы и к пану, а пан разговаривать не хочет. У меня, говорит, приказчик есть, Павло. Идите к нему, а я этим делом не занимаюсь. Ну вот, значит, прибегли бабы ко мне. Иди, да иди, Ефим, к пану от всего общества. Ну, а как мне к пану идти? Меня пан и на порог не пустит. А почему? Почему? Ну, помните Маринку? Ну, Маринку? Маринку, да, вот что у пана жила, а потом еще утопила. А, я помню. А, я помню тоже. Она у него полгода в усадьбе прожила. Пан ведь хотел ее женой сделать. А Павлуха этого боялся. Вот один раз поехал пан на 2 дня в город, а Павло пришел к Маринке и говорит: велел пан тебе обратно в село идти до своей матки, бо пан жениться поехал, а тебе в награждении корову дает. Вот подлец. Подожди, Дим. Ну вот. А я в ту пору в садике у пана дорожки чистил. Кричу Павлухе: брешешь ты, поганый пес, брешешь. А Павло ей опять эти слова повторяет. И тут как вскинется надо, как побежит. Я к Павлу опять: какое ты, говорю, имеешь полное право такие слова ей говорить? Да. А он хватит у меня грабли, кричит: геть отсюда, а то на месте прибью. И смотри, чтоб, говорит, пан не догадался, а то костей не соберешь. Ой, подлец он, вот и все. Ну, конечно, утопилась с горя Маринка. Пан приехал, а она мертвая. Убивался он очень по ней. Ну, пошел я к пану и все как на духу ему рассказал. Так, мол, и так, я сам слышал, как Павлуха Маринку из дома гнал на погибель. Ну что же? Ну что, не поверил мне пан. Павлуха в тот час над гробом поклялся, что ни словечком не винен, а я брехуном остался. Да. Вот, так что не можно мне к пану идти. Да. А кому-то идти надо.
Когда Марина Леонидовна дома была, так они лучше всех поговорили бы. Но ее нету. Леня пана в глаза не видел. Ни он пана, ни пан его. Да нет, почему? Так, в лесу мы не раз встречались. Ну, давайте. Давайте я пойду, если хотите. Нет, нет, не надо. Давайте я пойду. Нет, то дела не будет. Пусть Динка пойдет. Никто лучше Динки не уговорит пана. Ой, хотите верьте, хотите не верьте. А пан, как увидит ее, такой веселый делается и шуткует с ней, и смеется. Да, вот пусть Динка идет. И я кажу, нехай Динка идет. Ну нет. Нам панских шуток не надо, Дмитро, и развлекать его никто не собирается. А ну, стой, Леня. Это все дело не касается. Нам дело до панских коров, а не до самого пана. И я так думаю, что Динка настырный мышки. Конечно. Ей что пан, что генерал, это ей без внимания. Она хоть кому всю правду в глаза выложить. А схочет, так и за сердце возьмет. Ну, как, девчина, пойдешь, чини? Пойду. Вот. Давайте список. О, бачили як? Вот это, по-моему, по-солдатски. Молодец, барышня. Сразу к делу приступила. Она такая огорчится. Слышь, горчица, я с тобой пойду. Мы с цыганом пойдем. Правильно. Вот, мы с ним пойдем и в обиду тебя не дадим. Нет, спасибо, Пузырь. Нет, я пойду одна. Давайте список. Я иду к пану. Легкий ветер шевелит длинные кисти незавязанного платка, покрывающего голову Динки. Из-под платка виднеется туго стянутый синий герсет и строгое лицо с устремленными вперед и ничего не видящими глазами. Динка входит во двор экономии, держа в руках сложенный вдвое лист бумаги. Тише, тише, бабы! Наша барышня идет. Какая барышня? Да Арсеньева. Да Динка. Тихо. Здравствуйте, барышня. Здрасте, барышня. Здравствуйте, барышня. Здравствуйте. Погодите, барышня, погодите. Да пустите Павло, я к пану иду. К пану нельзя, к пану нельзя. Как это нельзя? Пустите, я к пану. Что не дело, Павло? Кто это? Ах, это наша паночка, так пустите ее. Пошла я уже. Хорошо, что ты перепутаешь. Прошу, заходите, паночка. Я так рад вас видеть. Что такое? А? Я... Что случилось? Что, у вас кто-нибудь заболел? Так вы не волнуйтесь, голубчики. Я сейчас велю заложить экипаж. Это 1 секунда. Нет. Что такое? Я пришла к вам. Ко мне? Прочтите это. Садитесь, пожалуйста. Вот сюда, я вас слушаю. Вы прочтите бумагу. Бумагу? Сейчас прочтем и бумагу, хорошо, прочтем. Прочтем и бумагу. Что такое? Позвольте. Кто вам дал эту белиберду? Белиберду? Вы называете это белибердой? Ну, позвольте. Может быть, я не понял, в чем дело? Тут перечислены фамилии вдов и сирот, которые просят милостыню. А что, собственно, я должен делать, абсолютно не указано. Ой, это я виновата. Да, мне нужно было сразу сказать, это солдатки. Ну? Они просят дать им коров на выплату. Они расплатятся с вами работой. У них дети. Они голодают. Ну теперь я понял. Но ведь это же не ко мне, голубчик. Все эти дела в ведении моего приказчика Павло. Павло? Да. Вашего Павло? Вы посылаете меня к этому убийце, к этому гнусному негодяю? Успокойтесь, паночка, успокойтесь. Я не успокоюсь. Нет, я не успокоюсь. Это вы успокоились и держите около себя этого убийцу. Да кого вы называете убийцей? Павло мой молочный брат, сын моей кормилицы. Мы росли вместе. Я доверяю ему как самому себе. Так значит, это вы. Вы вместе договорились убить Маринку. Послушайте, есть всему предел.
Я не желаю больше слушать вас, и я удивляюсь, что вы, еще совсем девочка, можете предполагать такую подлость в человеке, которого вы почти не знаете. Слушайте, вы дети. Я прошу вас. Нет, я не хотела обидеть вас, нет. Я верю, что вы любили Маринку, но тогда почему? Почему вы не хотите узнать правду? Какую правду? Эту правду знает Ефим. Эту правду знает все село, знает мать Маринки. Ее мать никого не винила в этой смерти. И вот здесь, над ее гробом, Павло поклялся мне, что он невиновен. Он солгал. Все село знает, что он солгал. Он угрожал матери Маринки. Он угрожал, что живет ее со свету, если она скажет правду. Он и Ефиму угрожал. Но Ефим-то не испугался, пришел к вам. А вы его даже не захотели слушать. Вы ребенок. Вы многого не понимаете. Павло предан мне как пес. Он бывает крут с людьми. У него много врагов. Эти враги на него могут наговорить все, что угодно. Но мать, родная мать, она знает все. Ведь прежде чем утопиться, Маринка прибежала к ней. Спросите ее, выслушайте Ефима и прогоните от себя этого убийцу, этого Павла. Довольно. Довольно, паночка, довольно. Мне больно говорить об этом. Боже мой, ведь я собирался везти ее за границу. Учить ее. У нее был чудесный голос. Мы должны были уехать вместе. Я часто думал, вот почему? Почему она это сделала? С тех пор прошло 5 лет. А сейчас вы опять перевернули мне всю душу. Простите, паночка, но я очень устал. Прощайте. Но я не могу уйти без коров. Ах, да, вам нужно выполнить поручение, но это легче всего. Но я напишу вот здесь. Вот, выдать означенным лицам коров и... Чего еще? Бугая? Ну, значит, быка. Какого быка? Я не знаю, зачем. Ну, я не знаю, зачем. Вот здесь же написано, для какой-то прыски. Ну, неважно, дадим и быка. Нет. Тут просто написано, что ваш бык покалечил прыську, и ей нужно корову. Ну, хорошо, пусть корову. Но этот Павло может дать им самых плохих. Паночка, у меня нет плохих. Ну, хорошо, пусть выберут сами. Только передайте им, пожалуйста, чтобы меня оставили в покое. Никто вас больше не будет беспокоить. Мы только возьмем коров и сейчас же уйдем. Нет, вы не совсем поняли меня. Я не собираюсь дарить коров. Я могу сделать рассрочку, ну, скажем, до осени, засчитать работу на моих полях, ну и так далее. Но коров можно брать только выплаченных. Нет, но это же очень долго, до осени. Довольно. Ну, а люди голодают. Довольно, паночка. Я сделал все, что мог. Прощайте. Да. Передайте вашему Ефиму, чтобы он зашел ко мне сегодня же. Сейчас же. Ой, боже мой. Дядечка Ефим, хоть бы вы с Динкой-то пошли, да чего же она так долго у пана-то? А я знаю чего. Может, кофе пьет? Да не до кофе ей. Небось, пан уперся и ни в какую. Ой, боже ж ты. Ой, да уймишь его, Господи! Может, сам пан выйдет. Да, выйдет он. Для пана наши слезы, как он тот дождь. Да, чем больше нападает, тем больше родит панская земля. Да. Ой, Павлуха! Ну, чего вы? Чего вам надо? Ну, хоть до ночи стойте, хоть землю грызите, а не видать вам панских коров. А тебе чего, Ефим? Привел голодьбу. Да и барышня хуторской с бумагой послал. Коровы ему сементальские снадобились. Эй, бабы, тут вам не церква, милость не подает. Каждая букашка свое место знает. А вы к пану лезть, всю экономию провоняли. И чего ты деришься, Павлуха? Пошла барышня до пана. Но это ихнее дело. Тут не об коровах речь, да не об коровах. А тебе, Иван Заходько,
подыхать пора, так ты хоть напоследок не стромись перед людьми. Ох ты, проклятый голода! Ну, гляди, Ефим, не заплакать бы тебе. Ты бы, старый черт, не заплакал, а моих слез тебе не видать. Гляди, Ефим, гляди, много ты воли берешь, во все суешься. Гляди, не об слезах речь, кровью бы не захлебнуться. Очищай экономию. Нечего тут комедию перед паном представлять. Не дам коров на выплаты, кончено дело. А ну едь отсюда, едь. Ну, Павлух, ну совесть-то у тебя, подожди, Павлух, хоть барышни дождаться. Наша барышня вышла. С бумагой. Ой, только смутная чего-то. Да неужто услышал Господь наш слез-то? Че дал, пан, че не дал? Он дал. Только на выплату до осени и по выбору. Но только не сейчас, а когда выплатите. А як же ж? Это же говорить-то нечего, милая. Господи, постаралась ты, головка ты наша, дайте Бог. Всем на выбор и по корове. А ну, дайте бумагу, барышня. Не тебе эта бумага, Павло. А ну, пойдем, Диночка, и вы, бабы, там почитаем. Не мне! Ах ты, сучий ты хвост! Я вам покажу, как не мне. Зараз я сам до пана пойду. Ой, божечки, побег. Побег, Проклятие ведь коровы. Дядька Ефим, держи бумагу крепче. А ну, пойдем отсюда. Обожди-ка, Ефим, обожди-ка. Не спеши с панской бумагой. Хоть ты по батьковой бессмертный прозываешься, да на все Божья воля. Ой, божечки. И вам, барышня, поберечься не мешает. Ваш папенька, кажись, за решеткой сидит. Смотрите, как бы... А вы все село закупили, братья Матюшкины. И поля ваши, и леса ваши. А в лесах по ночам музыка для вас играет, да? Да кто скрипка мертвеца заливается? Так, и Динка, так! Вон, отсюда, негодяй! Гляди, Павло ковырком с лестницы летит. Ну, Ефим, погоди. Сосчитаемся. Обоих треба. Хуторская барышня тоже не об двух головах. Стыковались гады на хуторе. Ефима Бессмертного ко мне сейчас же! Пан Ефима, Ефима! Но Ефиму было не до пана. Отойдя подальше от экономии и остановившись за хатой Федорки, окруженный взволнованными солдатками, еще не разобравшись хорошенько, что содержит в себе драгоценная бумага, Ефим медленно и торжественно, словно разбирая по складам, прочел небрежную подпись пана и особо выделил слова «коров дать по выбору и по окончательной выплате рассрочку до осени». В это субботнее утро новости сыпались, как орехи из рождественского мешка Деда Мороза. Первой чуть свет прибежала Федорка. Ой, вставайте! Вставайте, что я расскажу-то! Выходите скорей! Федорка. Ой, боже мой, Федорка поспать не дала. Федорка, погоди рассказывать-то. Я сейчас пойду умоюсь. У меня глаза не открываются. Леня, доброе утро. Доброе утро, макака. А что ж ты все воду-то выхлюпал? Полей мне. Ну, давай. Спасибо. Ну вот, Федорка, рассказывай. Ой, что там у вас? Ну, садись ты, садись, рассказывай. Садись вот тут. Сейчас. Ну, кто кого прогнал? Павлуха пан или пан Павлуху? Ой, что было? Ну вот, только мы сели ужинать, как слышим, кричит кто-то. Аж гудит за лесом. Ну, побежали мы с мамкой. А тут еще народ выскочил. Смотрим, пан стоит, как тот памятник. А Павлух перед ним на коленках ползает и так слезно просит: панечку, мы же вместе росли, нас же одна матка своим молоком скормила. А пан и слухать не хочет.
Пошел вон, кричит: Иуда ты мне, вон сейчас же, вон отсюда, вон. Вот. Ну, испугался Павло и давай с Жинкой свои шмотки из хаты выкидывать. Ой, а хлопцы из экономии запрягли аж 2 телеги и давай их грузить. Всю ночь мимо нашей хаты возили вещи. А когда мешки с мукой положили на телегу, один мешок прорвался, и около нас всю дорогу как снегом посыпали. Ой, мука была беленькая. О, много ее Павло накрал себе. А пан что, пан? Да, пан что? Ну, злой. Мамка говорит, таким и никогда не видала его. А люди что? Известно, радуются люди, что такого змея пан прогнал. А куда же поехал этот Павло? Да к свату своему, Матюшкину. К Матюшкину? О, теперь вместе пакостить будут. Гадючье племя. Но народу, по-моему, все-таки легче будет, без Павлухи. Ну, а как же? Он ведь бродяга всех батраков обсчитывал. Ой, мне ж бежать надо. Солдатки приходили, коров будут намечать. Да, Ефим тоже в экономии. Его пан сам вызвал. Ну, я побежала. Ой, Лёнь, но как на меня посмотрел пан, когда я ему... Ты знаешь, Динка, осточертел мне твой пан. Пожалуйста, не говори о нем больше. Лёня, я больше всего на свете люблю, когда ты сдвигаешь брови. У меня даже сердце замирает. Это у кого сердце замирает? И что это ты размазываешь у него на лбу, а? И почему вы не отвечаете? Откуда ты подкралась? Ниоткуда я не кралась. Это что за глупости? Я просто вышла из комнаты, вы так заняты собой, ничего не видите. А мне на ваши телячьи нежности тошно смотреть. А на тебя? На тебя с Васей не тошно? Еще как тошно. Так Вася мой жених. Мы вообще жених и невеста. А мы? Мы еще лучше, чем жених с невестой. И не приставай к нам, правда, Тихо, Лёня? тихо, тихо, сестрички, чего вы развоевались? Пусть каждый останется при своем. Ты при Васе, ты при Лене. Вы вспомните, как говорит мама. Если спор грозит перейти в ссору, надо просто сказать «до свидания», всего хорошего. Каждый остается при своем мнении. До свидания. А теперь, мышенька, иди умывайся. Макак, налей старушке холодной водички, чтобы она освежила свои угасшие чувства и не слишком порицала молодежь. Сейчас, вот тебе за старушку получай. Ой, дядя Ефим, простите. Это за что ж меня так водой-то? Это что за представление? Ой, дядя Ефим, рассказывайте, какие новости. Новости? А ну-ка, вот, влей-ка мне холодненького кваску. Пить хочу. О, спасибо. Ну, рассказывайте. Ну вот, кланялись тебе, Динка, солдатки. Да? Да, они там коров намечают, да. А еще, Леня, пан предложил мне за место Павлухи у него приказчиком стать. Ну, а вы что? А я что? А ничего. Отказался. Я говорю, хочу быть с народом, а не против народа. Умница, молодец вы. Молодец. Ну, вот так-то. Да, еще наехали с села кулаки Матюшкиной. Ну? О, и Заходько вместе с Павлом. И давай пана просить, чтоб Павлуху не гнал. Ха. Вот, кажут, пани, кому вы веру даете. Ефим, он сроду галаштаник, ему Павло как бельмо на глазу. Но мы тоже не дети малые, мы еще покажем Ефиму. О, вот гады-то. А пан тут сразу с лица сменился. Да? Да как крикнет на них: мерзавцы, вон с моего двора, вы мне тут еще угрожать будете. Да я вас туда зашлю, куда Макар телят не гонял. А сейчас вон отсюда. Татьяна, закрой коровник. Больше никому ни одной коровы не продам. 10 штук себе солдатки отобрали, а больше никому. Так и не дал Матюшкину? Ничего не дал. А Павло, як кинется к нему в ноги, кричит, плачет: дозволь, пан, хоть одну ночь у своей хате заночевать. А не дозволишь, так повешусь у твоем лесу.
А пан ему: я, говорит, на твоем месте давно бы повесился. Ночевать я тебе тут не дозволю, а лес велик, и всякий Иуда найдет свою осину. Повесился он? Да не повесился, и не повесится, черт его не возьмет. Да и чего ему вешаться? Пан дал гроши, землю дал Коломатюшкиных, да и сам Павло накрал немало. Огородить усадьбу, поставить хату, да и будет жить как генерал. Ну а пан-то за границу уезжает. Вот-вот-вот. Так что останется новый приказчик, або управляющий, распоряжаться народом. Так что поживем, увидим. Да, ну вот Динка, я кажу тебе, Леня, молодец. Да ну! Молодец. И коров схлопотала, и за правду постояла. Из дневника Дины Арсеньевой. Ефим меня хвалит. А за что? Что я такое сделала? А противный какой этот пан. Одну минуту он так на меня обозлился, что даже скулы на щеках заходили. И куда весь его панский лоск делся? Я еле выдержала. Кажется, если б не коровы, то отвела бы душу, но говорила б ему такого, что он 2 дня не очухался бы. Когда я встречаю несправедливость, во мне поднимается такая злоба, такая ненависть, мне хочется врага тут же уничтожить. А ведь настоящие люди поступают совсем не так. Они борются день изо дня, рискуя собой. Рабочие устраивают забастовки, их семьи голодают, а они борются. Они тоже, может быть, хотели бы запросто бить своих хозяев, но они понимают, что этим ничего не достигнешь.